Приветствую вас. Давайте рассмотрим, какие основные события происходят, что нам ожидать от российского фондового рынка в четверг, 19 марта, какой будет курс рубля к доллару, к евро и какие события могут на это существенно повлиять. В настоящее время принято считать, что идет нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией. То есть вот такие вот ужасающие заголовки в западной прессе о том, что русские с саудитами начали безгранично качать нефть, из-за этого страдает нефтяная отрасль Соединенных Штатов, там полнейший трешак происходит. Сейчас идет масса дебатов о том, как в такой ситуации быть, потому что с одной стороны Америке нужна дешевая нефть для американских потребителей, с другой стороны американская сланцевая отрасль, она погружается просто в дичайший кризис и хаос, она уже и так дышала на ладан. И поскольку на этих предприятиях завязаны банки и финансы американские, то коллапс этой отрасли он может вызвать по цепочке кризис в других отраслях США. Американские сенаторы уже обращаются к Трампу, чтобы ввести эмбарго ценовой к Российской Федерации и Саудовской Аравии. Насчет Саудовской Аравии здесь, конечно, достаточно сложная ситуация, потому что саудиты – неотъемлемая часть системы нефтедоллара, которая способствовала тому, чтобы доллар распространил влияние на весь мир. Но, тем не менее, сейчас обсуждается такой вариант, как ввод эмбарго на покупки саудовской и российской нефти в Америке. Но сами можете подумать, к чему это приведет. Это приведет к тому, что сократится еще один рынок для продажи российской и саудовской нефти и возникнет дополнительный избыток нефти Brent, Urals в мире, что приведет к дальнейшему коллапсу цен нефтяных. Но вот сейчас все бросаются такими громкими словами, как нефтяная война, противостояние. Я думаю, это все ерунда. Тут глобально проблема заключается в том, что предложение нефти значительно превышает спрос. Это связано с рецессией в мировой экономике. Помимо этого возникла китайская зараза, которая значительно сократила потребление нефти. Сейчас, как вы знаете, рухнули логистические цепочки из-за китайской пандемии. Это раз. Также введены массовые ограничения на авиаперелеты. Это тоже очень существенный удар по рынку нефти, потому что не расходуется авиакеросин. То есть это получается еще уменьшает спрос на нефть. А поскольку возникло определенное противостояние между саудитами и Российской Федерацией, по имеющейся информации, саудиты начали очень активно качать нефть для того, чтобы занять нишу в Европе, куда, в общем-то, поставляется российская нефть, один из ключевых рынков. Уже как бы японский банк предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Но насчет ниже нуля он погорячился. Но то, что возникнут проблемы из-за того, что добытую нефть, ее непонятно куда продавать, и, соответственно, нужно платить за хранение нефти, такая ситуация, она уже постепенно наступает. Заполнены все хранилища, все танкеры огромные, которые плавают, и это является дополнительным давлением на цены на нефть. Но помимо этого, надо понимать, что российская нефть, основной сорт это Уралс, она всегда торговалась с дисконтом к Бренту и к арабской нефти. Что сейчас произошло? На текущий момент, вчера в среду, мы увидели минимумы за огромное количество лет по нефти. Цена спускалась в район $25 за баррель. По Урал ситуация была еще более жесткой. То есть здесь проседание было до $20 за баррель российской нефти Уралс. То есть российская нефть, она уже дороже дешевле, прошу прощения, Brent. То есть если мы смотрим на котировки Brent, мы должны понимать, что то, что продается Российской Федерации, оно уже по определению идет дешевле той мировой котировки, на которую все опираются.
Но здесь на самом деле есть еще более существенный подводный камень, который связан с тем, что выручка валютная, которую получает наша страна, она же формируется из цен на нефть умножить на объем продаж. И сейчас вот со стороны саудитов пошла диверсия. Ну как диверсия? Здесь, я думаю, не очень много злого умысла. Здесь проблема заключается в том, что очень сильно упал спрос, и для каждого своя рубашка ближе. И поэтому как бы вот то, что делают саудиты, это связано не с какой-то их там вредностью или злонамеренностью, а с тем, что поляна сжалась, они пытаются выжить на этой поляне. И поэтому они начинают такие действия, как переговоры с нефтетрейдерами и получателями российской нефти в Европе. И сейчас уже на апрель месяц идет снижение предполагаемых продаж российской нефти в Европу. То есть получается, денежный поток может очень сильно упасть. Помимо падения цен на нефть, еще будет падать и объем из-за таких действий арабов. И поскольку целиком денежный поток это есть произведение цены на объем, то поскольку падает и цена, и объем, мы можем столкнуться просто с настоящим коллапсом в плане поступления валютной выручки в нашу страну. А как известно, все товары с прибавочной стоимостью, практически все, они закупаются. То есть падение выручки, оно приведет к коллапсу платежного баланса, и страна не сможет закупать большинство товаров. Помимо этого, из-за того, что весь мир сейчас глобализован, многие составляющие, которые нужны даже для тех производств, которые есть, они все равно закупаются за валюту за границей. И снижение валютного потока приведет к девальвации очень существенной. И получается, что даже те полуфабрикаты и сырье, на которых работают российские предприятия, их будет проблематично покупать. Так что вот этот момент комплексный, с одной стороны, что идет снижение цен на нефть, и особенно на нефть Уралс, это связано с тем, что качество российской нефти оно хуже саудовской. Она требует более глубокой переработки. Саудовская нефть в этом плане, она практически идеальна по многим характеристикам. И если саудиты еще и с дисконтом предлагают свою нефть, конечно же, европейские нефтетрейдеры и потребители, они с огромным удовольствием предпочитают покупать именно арабскую нефть, а не российскую нефть. И здесь вот еще один подводный камень, что не только снижение цен на нефть, при этом, что цены на нефть Уралс, они еще сильнее снижаются, но и то, что вообще нефти будет продаваться меньше Российской Федерации. И вот здесь как раз мы можем в самое ближайшее время наблюдать очень сильное негативное воздействие на экономику и курс рубля. Ну и вот на эту тему статья, что нефть Уралс рухнула до 20 долларов, насколько России хватит ФНБ. Ну и вот здесь есть табличка относительно рассчитанных прогнозов. То есть, опять же, ориентировочно, какая цена нефти и насколько это хватит. Но опять же, вот эта табличка, она не учитывает объем продаж, что сейчас идет не только ценовое снижение нефти, но и значительное вытеснение с рынка европейского. Это самый приоритетный, самый маржинальный для России рынок. И поэтому вот эта негативная тенденция по нефти, которая сложилась, она будет с двух сторон бить. И того, то есть это будет приводить к очень сильному снижению выручки валютной и, как следствие, коллапсу вообще в экономике и уровне жизни в стране. Ну вот идет масса информации о том, как так называемая война нефтяная по ценам, она может негативно отразиться на основных поставщиках нефти, что это по сути является атомная бомба. Единственное, на мой взгляд, вот все эти рассуждения о том, что нефтяная война, атомная бомба, они не затрагивают самого главного. А самое главное заключается в том, что упал спрос. То есть вот эти вот все действия, это не какая-то злонамеренная война, что кто-то там кому-то решил сделать неприятности или больно. Тут объективная реальность о том, что упал и будет в ближайшее время падать спрос на нефть, и в силу этого возникают такие решительные действия со стороны многих участников нефтяного рынка.
Но опять же, они продиктованы не злонамеренностью, а стремлением, желанием выжить в этой ситуации. Но здесь надо четко понимать, что ситуация с нефтью это на самом деле следствие состояния мировой экономики. И вот эта пандемия, которая пришла из Китая, я не знаю, насколько на самом деле серьезно это заболевание. Могу предположить, что здесь масса спекуляций. Но я вижу абсолютно четко, что вот эта так называемая пандемия, она, во-первых, обострила уже имевшиеся проблемы и перекосы, это раз. Во-вторых, такой накал страстей по ее поводу, я думаю, он ведется для того, чтобы умыть руки, для того, чтобы то, что сделано, и перекосы, какие созданы, под шумок, все это дело по-быстрому спихнуть и списать все это на так называемую пандемию. Ну и вот, здесь, в общем-то, новая проблема возникает. По сути, в Америке продолжает развиваться кризис ликвидности. Из-за этого скаканул вчера так сильно индекс доллара. Скачок доллара – это негатив для всех рынков и особенно для развивающихся рынков. То есть здесь будет дополнительно негативный момент, связанный с ростом доллара, по крайней мере на текущий момент курс доллара к другим валютам скаканул. Это связано с тем, что происходит активный закуп долларов для того, чтобы решить те проблемы, которые возникают с ликвидностью по выполнению обязательств. Ну и вот, в общем-то, основание для того, чтобы рост спроса на доллар заключается в том, что происходит падение рынка акций. Никто на самом деле в акции, в том числе американские, не верит. Объявляет КУЕ, предлагают там бесплатно деньги, но все равно никто акции не покупает. Это приводит к падению индексов. Соответственно, падение индексов оно заставляет выходить из активов. Возникают, помимо всего прочего, маржин-коллы, потому что сделки маржинальные. И для закрытия позиций необходим кэш. Поскольку самый развитой, самый мощный рынок фондовый и бумажный рынок деривативов это американский, превыше всего нужен кэш долларовый. Из-за этого и наблюдаются такие скачки. На прошлой неделе мы наблюдали рост спроса на евро. Нужно было евро. На этой неделе и в конце прошлой недели возникли события, которые привели к тому, что потребовался срочно долларовый кэш. И поэтому вчера вот мы увидели такой резкий рост доллара по отношению ко всем валютам. Это именно связано с тем, что необходима долларовая ликвидность. И ФРС не может такой объем ликвидности предоставлять. Вчера ЕЦБ выступил с заявлением о предоставлении 750 миллиардов евро для выкупа ценных бумаг. Однако это рынки слабо успокоило. Паника все равно продолжалась. Это уже говорит о том, что предоставляемые денежные средства, все эти КУЕ и так далее и тому подобное, они уже эффективно не работают. Потому что на рынке разразился кризис. Но есть один момент. Как только возникнет какая-то идея, что все, ужас-ужас заканчивается, вот эта выпущенная денежная масса, она все-таки рынки будет выталкивать наверх. И поэтому данный кризис, я думаю, будет протекать в виде мощнейшей пилы. На фоне этого мировые центробанки занимаются тем, что наращивают свои активы в виде драгметаллов. Соответственно, идет активная скупка золота, серебра. И, в общем-то, постепенно все это сводится к тому, что золотовалютные резервы, они будут в каждом банке, а не только в ФРС и в Лондоне. Ну и вот JP Morgan выпустил свой прогноз о том, что во втором квартале разразится глобальная депрессия мировая. Соответственно, вот идет влияние на мировой ВВП текущих событий. Также, что будет поквартально с экономиками мира, Китая и так далее. То есть, как они будут реагировать на текущие события. И, в общем-то, здесь видно, что прогноз он очень неблагоприятный. И такой неблагоприятный прогноз – это дополнительное давление на рынки энергоносителей и нефти. Ну вот здесь подробное описание того, как этот трэш будет происходить, как будет снижение мировой промышленности и так далее, и к чему это все
приведет в конечном счете. А приведет это к падению и цен, и объемов продаж, покупок энергоносителей, в том числе нефти. Но и текущая ситуация, она способствует тому, чтобы в дальнейшем увеличился объем, скажем так, доверия и расчетов с тем, что связано с драгоценными металлами. Золото, серебро. Идет на текущий момент снижение стоимости национальных валют, номинированных в долларе и серебре. И как следствие этого получается, что доллар-евро это не такая надежная валюта в перспективе, как золото и серебро. Но это все может в дальнейшем выталкивать к тому, что, во-первых, будут резервы накапливаться самостоятельно отдельными странами золотовалютные, а не храниться в Америке и в Англии. Поэтому пойдет значение вот этих финансовых центров. Ну и я не думаю, конечно, что мы перейдем к расчету в золоте и серебро, но как вариант какая-то привязка к курсу драгметаллов, она вполне может быть и оказывать влияние на курс валют. Так, ну давайте посмотрим характеристику, что сегодня на текущий момент происходит. А на текущий момент растет один из индикаторов кризиса, это стоимость золота в серебряных унциях. Также сегодня происходит отскок цен по нефти, как Brent, так и WTI, американской нефти. При этом, что мы видим по биржам, и Китай, и Япония торгуются в минусе. Основные металлы, кроме серебра, снижаются в цене. Так, ну вот китайский индекс пытается пробить 3537. Если пробьет и закрепится, это будет дополнительный негатив к ситуации на рынке. Так, фьючерс на S&P дневной график. Но часовой график указывает на то, что движение вниз, так же как и по Китаю. Поэтому вполне возможно по России будет негатив на открытии. Индекс доллара на фоне нехватка долларовой ликвидности вообще как бы пробил все уровни и в космос улетел. Но и здесь высока вероятность того, что пойдет на перехай предыдущего максимума 103,8. И тогда уже здесь можно будет говорить о развороте, хотя он должен был вот здесь уже разворачиваться 108,7. Но кризис ликвидности толкает выше и выше, поэтому, возможно, вот это будет точкой разворота. Так, но все-таки вот эта табличка с известного ресурса, здесь она не совсем корректная, потому что цена открытия 26 по нефти с половиной, а реальная цена ниже 26. То есть тут явно как бы плюса нету. Так, ну и вот он график Brent указывает на то, что сегодня цена продолжает идти вниз. И с такими темпами вполне как бы увидим сегодня перелой 24.52. Вот, но здесь есть разные мнения. Кто-то говорит, что остановимся 24-25 долларов. На самом деле я там делал разметку ранее. По этой разметке где-то в районе 18,5-19 долларов за баррель. Возможно, следующая остановка. Так, ну вот вчера торги по доллару были стоп-торги, останавливали на 80. Но уже как бы есть масса мнений в сети. Вот я публиковал, в частности, в Телеграме, что некоторые авторитетные политологи, они, в общем-то, на основании заявляемой тайной информации, они уже как бы говорят о том, что, скорее всего, будет за соточку курс более 100 рублей за доллар. Ну, я не могу судить, правда это или неправда, но я вижу, что цена на нефть падает, продажа падает, платежный баланс упадет, и это логично должно вызвать обесценивание рубля к доллару. Ну и вот вчерашние стоп-торги по доллару. Но на этой неделе заседание Центробанка, будут они решать, что со ставкой делать. Вот вчера опрос я проводил, было интересно узнать мнение подписчиков. Выяснилось, что больше всего людей считают, что ставку либо неизменной сохранят, или же ее увеличат, но не более чем 1%. Но я думаю, что все-таки увеличат более чем на 1%, потому что ситуация она начинает походить на декабрь 2014 года. Ну и вот, в общем-то, исследование, почему снижение ставки Центробанком России оно не окажет позитивного воздействия, не оказало на экономику, потому что здесь на самом деле есть масса, скажем так, административных перекосов, и что по сути, то есть вот то, что проводит Центробанк, оно не способствует экономическому росту. Потому что такая структура экономики и
вообще, то есть такая ситуация в стране, что снижай, не снижай ставку, а соответственно рост здесь не возникает. Ну и на фоне того, что инфляция начала расти из-за девальвации рубля, я думаю, будут достаточно жесткие действия в плане увеличения процентной ставки Центробанком Российской Федерации. Так, друзья, ну вот возвращаясь к графику нефти, здесь, в общем-то, есть ориентир движения. Это 19,5-18,5. Вот сюда, вот, то есть можем сюда вполне допадать на фоне того хаоса, который происходит. Так, ну и часовик у нас рисует разворотную кракозябру по бренту. Цель этой кракозябры — это отработка 30,1. Но с учетом того, что это не подтверждается объемом и текущей ситуации, ну пока, я думаю, все-таки вероятность разворота и движения к 30, она не очень высока. Но здесь как бы промежуточная цель — это 28,4 и потом 30. Вот, если сегодня будет пробитие 24,52, дальше уже следующая остановка будет 19,5-18,5. Так, ну что касается рубль-доллар, с учетом того, что такие котировки цен на нефть, падает объем продаж нефти, то здесь вот прямо напрашивается ближайшая остановка, это 86. 86, дальше либо здесь ЦБ активно включается и начинает гасить ситуацию продажей валюты, увеличением ставки, или мы увидим пробитие 86, а дальше следующая остановка 94, 102 и так далее. Там я разметку приводил, в Телеграме ее выкладывал вчера, можете посмотреть, там эти уровни, они подробно расписаны, какие цели движения ближайшие. Ну и как следствие, текущая ситуация сегодня с утра, что мы будем наблюдать? Здесь наиболее вероятен дальнейший рост доллара против рубля, ну и евро тоже. Ну сейчас ключевой игрок — это доллар. И на открытии, скорее всего, мы увидим проседание российского фондового рынка. Потому что нефть проседает, Китай проседает и, соответственно, погружение продолжается. Армагеддон forever. Ну и вот напоминаю мой телеграм-канал. Здесь вся оперативная информация, обсуждение всех вопросов, которые происходят. Все онлайн, все даже с комментариями. И можете подписываться и получать актуальную, самую свежую информацию о том, что происходит и какие есть моменты важные. Спасибо за внимание, всего наилучшего.